Расстановка имплантатов. Для расстановки имплантатов должны быть предварительно в область дефекта поставлены искусственные зубы, потому что имплантат ставится под искусственный зуб. Включаем соответствующую функцию, выбираем тот план, который соответствует расставленным зубам, задаем позицию имплантатов, то есть выбираем те зубы, куда нам надо поставить имплантаты. Программа автоматически их поставила куда-то. Мы можем скорректировать, но видите, вот тут мимо вот этого синуса, чтобы не... И мы можем посмотреть плотность костной ткани в этом месте и так далее. По каждому из имплантатов вот можем переходить из одного в другой, да, и смотреть, где, как этот имплантат предполагается к установке. Нажимаем «Далее». Выбираем ту систему имплантации, которая нас интересует с типом имплантата. Выбираем систему навигации, которая нас интересует. Выбираем наконечник физиодиспенсера, который мы предполагаем к использованию. И программа автоматически начинает устанавливать имплантаты с учетом объема кости и окружающих корней и искусственного зуба. Это занимает некоторое время. И во многом зависит от того, насколько указанные мной объекты точно расставлены или определены. Объекты расставлены. И вот мы видим, что здесь есть вот КТ старое, и в том смысле еще до удаления вот этого объекта. Поэтому необходима коррекция положения этого имплантата, потому что его положение делалось с учетом этого объекта, а объекта на самом деле нет. Поэтому врач перепроверяет это все и корректирует это положение. Соответственно, мы его заглубляем на нужную величину и имеем возможность оценить уровень костной ткани, где он у нас находится, и наличие нижнечелюстного канала. Мы в данном случае можем выбрать имплантат по длине, и это вот он должен выйти на центр коронковой части зуба. Переходим на другой зуб. Тоже вот мы видим, что выходит на середину коронковой части с учетом подвинутого маляра. И вот, соответственно, установлена его длина, мы можем укоротить. Нам такой большой длинный имплантат не нужен. Заглубляем его на нужную величину в кость. И таким образом выходим из ситуации по моделированию положения импланта. Мы можем повернуть наконечник еще так, как он в полости рта у нас должен быть установлен, и таким образом посмотреть, а не мешает ли он там соседним зубам. Его высоту, в принципе, мы можем корректировать, но в данном случае мы заинтересованы в... Это тем самым корректируется длина фрезы. Мы заинтересованы в самом коротком вот наконечнике, потому что в боковой зоне, в самой короткой фрезе нам сложно будет устанавливать имплантат, если у нас фреза будет длинная. Вот когда мы завершили постановку всех имплантатов, их коррекцию, то мы нажимаем «Сохранить», и, соответственно, по этому проекту мы можем делать шаблоны для навигации.